Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня вам предстоит увидеть очередную серию нового сериала о вандах. По традициям сериального жанра напомню вам краткое содержание предыдущих серий. В моей коллекции 4 ванды, и в летнем цветении 2022 года зацвели все 4 одновременно. В каждой новой серии я рассказываю об одной ванде в хронологическом порядке по мере поступления ванд в мою коллекцию. Сегодня вам предстоит познакомиться с 3-й вандой в моей коллекции. Если вам интересно узнать о 2 других, видео о них хранятся в плейлисте «Ванда. Уход от А до Я». Ссылку на плейлист, а также ссылки на предыдущие серии я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Кроме того, в этом видео я отвечу на вопросы, которые вы задавали в комментариях под предыдущими видео. В конце видео я выполню просьбу зрительницы. Досмотрите видео до конца. И, как всегда, начнем повествование. Обо всем по порядку. Приобретение этой ванды в июне 2020 года не было ни запланированным, ни желанным. Когда я заочно с помощью интернета выбирала в свою коллекцию синюю ванду, продавец показала еще и эту и сказала: «Она такая интересная, обратите на нее внимание. Может быть, возьмете 2?» Посовещавшись, подумав и оценив финансовые возможности дарителя ванд, мы согласились на обе. И в один момент вместо 2 ванд в моей коллекции стало сразу 3. Попутно отвечу на вопрос Ларисы Евтушенко. Здравствуйте, в каком размере вы покупаете ванды? В каком рекомендуете? Все свои ванды, все 4, я покупала цветущими. То же самое рекомендую делать всем, кто только начинает знакомство с вандами. Я не рекомендую приобретать маленькие фласочные растения или подростков. Если, конечно, ваша цель – цветение орхидеи, а не долгий процесс выращивания из малыша взрослого растения. Правда ли, что цветение подростка ванды можно ждать в домашних условиях 8, а то и 10 лет? Это правда, друзья, особенно если условия выращивания далеки от идеальных. Немногие знают, как правильно выращивать подростков ванд до взрослого состояния, и поэтому процесс идет долго и мучительно. Если в ваших условиях и в вашем уходе малыш ванды растет неактивно, выращивая 1-2 листа в год, то в таком случае цветение ванды можно ждать и дольше. Поэтому, если вы новичок в мире орхидей, я настоятельно рекомендую вам приобретать взрослое, уже цветшее растение. С инициацией цветения у таких растений в домашних условиях обычно не возникает проблем. По крайней мере, так должно быть, если обеспечить для орхидеи должные условия и окружить ее необходимым уходом. Что это за условия и каков должен быть уход, вы можете узнать из плейлиста «Ванда. Уход от А до Я». И поскольку сейчас на ваших экранах корневая система нашей героини, оформленная в прозрачный пластиковый горшок с огромным количеством вентиляционных отверстий, я отвечу еще на один вопрос из комментариев. Для утяжеления горшка без субстрата на дно посадки я кладу морские камни, окатыши, с нашего побережья. Вопрос звучит так. Наташа, а вы камни морские как-то обрабатываете, прежде чем положить в растение? Очень многие блогеры говорят, что их надо прокипятить и вымыть в чистой воде, так как там соль.
Прежде чем камни попадают в посадки к орхидеям, они проходят очень долгий путь в моих домашних условиях. Простого кипячения или мытья камней под проточной водой недостаточно. Морские камни необходимо долгое время вымачивать. Это не процесс одного дня, недели и даже месяца. Около полугода я вымачиваю морские камни, постоянно меняя воду. Ведь я живу на побережье Японского моря, а оно очень соленое. К такому решению я пришла, наблюдая за морскими камнями в посадках с другими растениями, не с орхидеями. Если камни длительное время не вымочить, а сразу положить их в посадку к растениям, на протяжении полугода, а то и года после полива на камнях выступает соль. Поскольку все мои ванды часто поливаются замачиванием в емкость большего размера, дополнительное содержание соли в поливочной воде крайне нежелательно. И вот сейчас на ваших экранах тот самый процесс полива орхидеи методом замачивания. Содержание орхидеи в горшке с огромным количеством вентиляционных отверстий облегчает полив значительным образом. Просто помещаем горшок с орхидеей в кашпо большего объема и заливаем водой, а потом вынимаем орхидею вместе с горшком. Через вентиляционные отверстия вода благополучно сливается. Я предпочитаю поливать свои ванды часто. Ведь даже замачиванием ванды можно поливать по-разному. Можно делать это часто и на непродолжительный период времени, а можно это делать редко и сразу, например, на 12 часов. Я выбрала для себя первый вариант. Почему? Потому что у веломена есть пропускная и накопительная способности. И вы абсолютно не знаете, сколько слоев веломена на корне вновь купленной ванды. Может быть, слоев веломена не так много, и замачивание на длительный период времени только навредит вашей орхидее. Полив ванды замачиванием я произвожу исключительно используя кипяченую теплую воду. Температура воды на 2-4 градуса выше комнатной. При этом одну и ту же воду я могу использовать несколько раз. Если вдруг вы в первый раз на этом канале, то я обращу ваше внимание на то, что никакие химически синтезированные удобрения, стимуляторы, активаторы или фитогормоны в уходе за моими орхидеями не используются. При таком способе и частоте полива и при длинном световом дне для вант от 14 до 16 часов в сутки мои орхидеи цветут 2-3 раза в год. Цветоносы вант я также предпочитаю формировать. В каждой посадке с моей вандой есть центральная направляющая, к ней крепится ствол ванды, к ней же в дальнейшем крепится и цветонос. У моих ванд нет отдельных помещений, балконов или иных комнат для содержания. Они живут в той же самой комнате, что и я, и поэтому для меня очень важна эстетическая составляющая. Для меня важно, как ванда будет смотреться в интерьере. К слову сказать, сейчас на ваших экранах первое домашнее цветение этой ванды. Фотография датирована 29 октября 2020 года. А теперь перейдем к вопросу о длительности цветения ванд. Сейчас на ваших экранах новогодняя ночь 2020-2021 года, а ванда до сих пор цветет. А это значит, что цветение длится уже 2 полных месяца. Цветение этой ванды красиво, начиная с момента бутонизации. У нее невероятно красивые бутоны, их форма и цвет. Максимальное количество цветов на одном цветоносе у этого сорта достигало 12.
Цветы распускаются маленькими и несколько иного цвета, чем зрелый цветок. В покупном цветении аромат ванды вы наверняка не ощутите. В моем случае аромат проявился даже не в первом домашнем цветении, а лишь во втором, летнем. Когда я услышала незнакомый для себя новый и чарующий аромат, я была крайне удивлена и отправилась на поиски. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что свежим ароматом розы пахнет новая ванда. Я характеризую цвет этой ванды как бордовый, винный, насыщенный и зрелый. Вы можете видеть эту ванду на своих экранах розовой, красной, какой угодно. Это все погрешности цветопередачи вашего гаджета. Первый раз за 2 с небольшим года эта ванда зацвела на 2 великолепных цветоноса. На первом цветоносе, который на ваших экранах слева, 9 цветов, а на правом цветоносе всего 5 цветов, но это и понятно. Цветы на цветоносах располагаются по кругу и в совокупности представляют собой целую охапку цветов. У этой ванды не самый большой и не самый маленький цветок. Его размер от 12 до 14 сантиметров. Многие задаются вопросом занимаемого места. Посмотрите, пожалуйста, на свои экраны. Ванда стоит на фоне открывающейся створки окна и занимает практически весь этот промежуток. Ширина створки 60 сантиметров. В общем, если поставить все мои ванды в ряд, они займут более 2 метров на подоконнике. Тем не менее, несмотря на занимаемое место, я ни секунды не пожалела о своем приобретении, ведь это невероятная, неземная красота. Но далеко не каждый любитель орхидей решится на приобретение ванды, думая, что она займет очень много места у него дома. Есть ли выход? Выход есть. И я обязательно познакомлю вас с ним в одной из следующих серий сериала о вандах. И пока я выбирала финальные кадры этого шедеврального цветения моей ванды винного цвета, я вспомнила, что обещала показать Татьяне свою мурайю. Пока я снова не забыла о просьбе Татьяны, я покажу мурайю в том виде, в котором она сейчас пребывает. Еще в прошлом году у меня было метровое деревце мураи, но я его отдала, поскольку цветение этого растения вызывает у меня дикую головную боль. Себе я оставила 2 небольших деревца, их высота не превышает 30 сантиметров. Все свои мураи, а до недавнего времени у меня их было 8, я вырастила из ягодки. В природе мурайя вырастает до 7 метров высотой и живет более 150 лет. Часто можно услышать, как мурайю называют деревом японских императоров. А все потому, что из листьев, цветков и плодов готовили эликсир жизни. Считалось, что даже вдыхание аромата мурайи делает человека здоровым, красивым и умным. Ботаническое название этого растения – мурайя метельчатая. Ну а теперь давайте еще раз полюбуемся этим волшебным, фееричным и неземным цветением винной ванды в моей коллекции. И пока вы любуетесь, я напомню вам, что 15 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, вы можете не ставить пальчик вверх под видео и не подписываться на канал. Просто возвращайтесь, ведь впереди у нас много интересного.